Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз. События до конца декабря. Давайте с вами узнаем, что нам подскажут для вашего знака зодиака карты. Это те события, которые не связаны с временными рамками. Обычно мы с вами делаем расклады на декаду. Но это то, что не умещается как бы в рамки времени и вместе с тем, что может продолжаться и далее, чем декабрь, а может быть вы это и завершите. Вот давайте с вами узнаем, какие события или люди окажут влияние на вашу жизнь до конца декабря. И у нас две колоды, и на первой мы достаем традиционно 3 карты, как 3 знака судьбы. Потоковая информация, которая подскажет, что вам нужно услышать прямо сейчас. Или, возможно, в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения. Итак, 3 карты. С чем это будут связаны события или подсказки? И останемся, конечно, реалистами, всегда об этом говорю. Любая карта – это метафора. Второй знак судьбы и третий знак судьбы. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы получите. Переложите ваши планы, у каждого они, безусловно, свои, на ту подсказку, которую будет нам передавать карта. Как это согласуется или как это откликается. Во что это может вылиться, может быть и так. И на второй колоде. Так к чему же это все идет? К чему быть готовым? Что случится? Что произойдет? Достанем 3 карты. К чему это все идет? И чтобы понимать, что же будет дальше, немножко заглянем в будущее, как это обернется или для чего это все было нужно. В конечном итоге это тоже вот как какое-то дело развивается или к чему это все идет. Итак, первый знак судьбы давайте будем узнавать. А тут какая-то либо новость, либо ваше, кстати, решение. Причем такое решение, когда скорее это связано с чем-то новым. Вполне вероятно, кто-то получил информацию, а потом следом и решение. Но это карта, когда мы уже готовы перейти к действиям. Кстати, это могут быть взрослые даже дети или дети помладше. Но чаще это, знаете, все равно какой-то элемент новизны. Мы думали одно, а тут как-то по-другому. Может быть, и мы что-то передумываем. У нас как раз ретро-уран, который заставляет где-то или складывает для нас так события, что мы можем что-то переписывать, перезаключать, договоры, брачные договоры или договоры трудовые, какие-то соглашения, важные встречи. Мы сами можем тут тоже изменить, так сказать, походку. Думали делать или поступать одним образом, а тут вот, может быть, как правда какая-то открывается, и мы понимаем, нет, вот так я делать не буду. Да, раньше вот был убежден или абсолютно была уверена, а здесь уже не уверена. Тут иногда, знаете, пусть не в этой колоде карт, в другой колоде, в других точнее, это часто, ну, где-то знаменует, что вот мы новость получили, и для нас словно развилка. Либо так, либо как-то иначе. Давайте второй знак судьбы. Ох, какие-то думы вы будете обдумывать. Ну, наверное, в самокопание главное, чтобы это не перешло, карта искаженного восприятия. Это нам кажется, словно мы вот где-то в центре, а вокруг нас такой леденящий холод и забор из 8 мечей. И карта нам наглядно показывает, что мы не видим того горизонта, который в принципе присутствует, завязанные глаза. Это мы в рамках где-то собственных предубеждений находимся не случайно. Карта искаженного восприятия. Для вас объективизм какой-то, мои дорогие львы. Наверное, это как альма-матер периода до конца декабря. Правда, так и хочется сказать. И мне хочется дополнить эту карту. А вообще это что такое? Что это за вопрос? Новость. Стремительная новость. Иногда это может быть и информация, которую мы слышим в средствах массовой информации. Если это, ну, как-то перекликается с вашими планами, и пусть это не то, что вы инициировали, но тем не менее, может быть, кто-то из вас какую-то общую температуру, как по больнице, да, я, конечно, шучу, но перекладывайте мой сленг, я думаю, вы меня понимаете. Вы как будто отслеживаете, вам нужно понимать.
Вот именно к чему все идет. И здесь вот эта информация может дать какую-то перезагрузку, а может быть, это та информация, которую вы услышите. И по пажу жезлов это могут быть, как я говорила, ваши дети или какое-то окончательное решение. Ну, может быть. Взрослые дети решили жить отдельно. Вот такое тоже может быть, да. Или какая-то перестановка на работе. Может быть, она связана с новым человеком или с вашей новой должностью, кстати. По этой карте мы набираем темп. Вот есть и такой момент, поэтому как будто определяться вам нужно. Ну, давайте еще одну карту. По этой карте как ускоряются какие-то вопросы, а вы можете себе устроить глубокую философию на мелком месте. И, кстати, карта «Праздник после победы», так ее называют, четверка жезлов. И это колода Чиро Маркетти, посмотрите, какая добрая карта. Четверка жезлов, как будто вся семья в сборе, да? Или когда решается какой-то вопрос. Четыре жезла – это как стабилизация, якорь, надежность. И у кого-то это будет, ну, такое, знаете, аналитический период до конца декабря, когда вы будете каждого человека рассматривать вблизи и вдали. Вам как будто нужно с чем-то определиться. Может быть, с этим как раз и связаны вот эти сложные какие-то мысли. Когда чересчур мы уже углубились, да, а тем не менее наяву, тут посмотрите, 3 жезловые карты. Вас немножко как раз от вот этой ненужной философии карты, ну, пытаются увести. Как будто это не имеет сейчас значения. Только реальность. Исходи, лев, из тех событий, которые присутствуют в твоей жизни реально. Или те возможности, которые у тебя тоже есть в руках. Но праздник после победы у кого-то, правда, может быть, решаются вопросы по части жилья. Это иногда карта говорит и о доме тоже. Или о нашей семье, о близком окружении. Ну вот восьмерка жезлов будет говорить о связи, в принципе, с миром или с какой-то внешней обстановкой. Вот вам как будто нужно соединить одно и второе. Давайте посмотрим. Да, для вас это принципиально важно. Вот смотрите, как будто есть риск. Но уже не буду доставать карту восьмерка мечей. И все, что мы сказали, а десятка мечей мы закрываем в прошлое дверь. Это всегда десятка. Любая карта 10 – это своеобразная кульминация, когда мы больше не хотим. Мы уже какие-то итоги, или мы дошли, пришли к этим итогам, нравится или нет. Ну вот мы как будто вынуждены окончательное решение принять. А это по поводу чего? Может быть, это другой какой-то вопрос. Жезлы, мои дорогие, это дела, работы, бизнесы, откуда к нам приходят деньги. Ну, так в целом. Но это могут быть согласования по дому, согласования по жилью. Пусть даже это касается личной жизни, допустим, да, взаимоотношений. Ну, тогда как вот я сказала, допустим, как пересмотр отношений, и где-то это прописывание на бумаге. У кого-то так может совпасть. Но все же, десятка мечей – это вообще что? Тут что-то более глобальное. Еще один старший аркан. Карта колесница. В целом, хочется сказать, вы какие-то итоги не то что подводите, а вы их уже, по сути дела, подвели. Но вам их нужно как вынести на поверхность, знаете, словно увидеть на ладони. Потому что прошлое уже завершилось. И нет смысла вот устраивать эти сеансы глубокомысленных каких-то рассуждений. Они вас затянут в какой-то омут. И знаете, это как бездонный колодец мыслеобразов, куда мы попадаем, и всегда проще, как, знаете, соскользнуть в него, чем потом обратно выкарабкаться буквально. А на кону у вас успех. Ведь это карта успеха, причем быстрого. У вас 2 карты скорости, мы говорим, быстрых решений или, в принципе, меняющейся обстановки вокруг вас. Вот карта колесницы ведь тоже нам говорит, смотрите, 2 карты, которые говорят, не оборачивайся назад. И если мы тут по десятке мечей, я бы еще предполагала, потому что это все же не старший аркан. Хоть и 10, да, кульминация, но все же не старший. Хочется сказать, что это в какой-то одной области, какое-то одно событие, или, может быть, это с человеком связано, с работой, с чем угодно. Но это именно какая-то одна составляющая. Но старший аркан говорит о том, что меняется ваша жизнь. Это перемены. Поэтому и не оглядывайся назад. Нет смысла. Прежние методы не будут работать.
прежние какие-то договоренности, тебе их, Лев, будет не хватать. Тебе нужно впустить в свою жизнь новых людей. И, может быть осмотрительным, чтобы себя где-то не подвергать риску. И вот этот грустный какой-то опыт, на основе которого у вас тут проходят эти рассуждения, размышления, он вам просто останется как опыт, вовремя будет подсказывать, где нужно быть осторожным, осмотрительным, где нужно себя беречь попросту. Но это не отменяет какого-то пути вперед, потому что совсем скоро будет и вокруг вас меняться обстановка. Причем будет то, чего вы даже не ожидаете. Аркан Колесница говорит, что ты сейчас можешь подзастрять как будто в одном, да? И даже с этим где-то определиться или просто ничего не делать. Вот, кстати. Потому что мы просто в мыслях, да? Но все равно каких-то перемен мы не отменим. Давайте теперь мы с вами посмотрим, что же нам скажут, к чему все идет, карты Таро. У вас какой-то на кону марафонский забег. Эта карта, я очень часто говорю, именно забег, потому что мы как будто делаем осторожные шаги. Шаг за шагом, вот так планомерно. И это где-то карта антипод вот этой скорости, которые вам выпали, вот да, именно как потоковая информация. Значит, приготовьтесь, что жизнь, она не будет в каком-то одном заданном ритме. Будут и те вопросы, которые это, кстати, бумаги, документы, может быть, изучение чего-то. Потому что иногда по рыцарю Пентаклей есть такие колоды, как прилежный ученик или ученица. Мы можем что-то изучать, сами себя адаптировать к чему-то. Или воспринимать то, что происходит вокруг нас, ну так, немножко беспристрастно. Счастье, удача любит тишину, мы говорим. Не рассказывать о своих планах. И вместе с тем, может быть, много этих планов иметь. План А, план Б, план С. Попробовать одно, видеть, что ну как-то тут со скрипом не идет. Попробовать что-то другое. Но максимально быть приближенным к реальности. Ведь это пентакли. Это какой-то материальный мир. Или то, что мы хотим создать. Или то, что мы, ну как какая-то идея. Тогда настало время приготовить какое-то ваше вдохновленное словно блюдо, реализовать его в реальной жизни. Но при этом быть очень внимательным. И, может быть, вы как выбираем направление. Карта, к чему все идет, может говорить также о некоторых ситуациях, когда у вас есть союзники. И, к примеру, если вам нужно решить какой-то сложный финансовый вопрос, а ваши деньги задерживаются по этой карте в вашем окружении, есть та персона, которая вас может конкретно, по крайней мере, на какой-то период выручить деньгами или финансовая помощь. Точно так же мы можем сказать в отношении дел, документов, да, вот как единомышленник. И есть какой-то человек реальный. Это не значит, что это, знаете, вот какой-то человек, который за нас будет делать что-то или, ну, может быть, участвовать непосредственно в нашей жизни. Нет, карта четко говорит, идти придется самому. Но, может быть, тот персонаж, который даст вам какой-то дельный совет. Это тоже есть в вашем окружении. И, кстати, эти люди, ими могут быть совсем не те, на которых бы мы рассчитывали. Но тут явно что-то у вас будет продолжаться. К чему все идет? Правильная работа с информацией. Информационный хаос. Карта «Пятерка жезлов» говорит о какой-то путанице, о, может быть, возникающем, как вам кажется, противостоянии. На самом деле это к делу не относится. В принципе, это какая-то путаница, которая внутри нас самих может создаться, потому что один сказал одно, другой другое, третий третье. Сколько людей, столько мнений. И вроде бы мы думаем, или ищем правду, думаем, ну а что же, где же в конце концов истина находится, да? Может быть, и мы и попробовали, как я говорила, одно, план А, план Б, план С, и где-то тут запутались. Но здесь может быть путаница еще и с людьми связана, мои дорогие. То есть какая-то аналитика абсолютно беспристрастная вам совершенно необходима. Потому что тут нужно, знаете как, совет дает карта. Доверяй, но проверяй. Или доверяй тому, что тебе, может быть, говорят, обещая, но при этом запасной вариант какой-то рассматривайте. Потому что люди идут, которые утром обещают, а к вечеру о нас забыли. Это те люди, которые, ну, допустим, вы договорились с чем-то, да, банально, встретиться или куда-то вместе отправиться.
А потом, если у человека там что-то именно в его планах происходят какие-то трансформации, он может даже забыть вас предупредить и сам переиграть. Поэтому вот этот момент имейте в виду, мои дорогие львы. Тут самое главное, чтобы ваши дела шли ровно, гладко, потому что вы можете, вам может казаться, что вы зависите от людей. И если вы начнете кого-то ждать, то вы ничего не дождетесь. Вот как-то так. Да, продолжает карта двойка жезлов. С одной стороны, двойка жезлов, знаете, тут нужно делать выводы. И делать выводы очень хорошо, потому что вот этот дуплет может говорить о том, что вам, ну, как Вселенная будет давать подсказки, на кого стоит рассчитывать, а на кого нет. И здесь могут быть метаморфозы с учетом первой карты, что вам могут откликаться те люди, как раз в вашем окружении, от которых вы не ожидали вот какого-то деятельного совета или какого-то как поддержки вас или ну просто понимания вас, вот даже так. И наоборот, тех, которых вы считали друзьями, они могут от вас как будто, ну, не то что отвернуться, но о вас забыть. И это не говорит, что мы тут с ними разбираемся. Нет, ни одна карта. Более того, пятерка жезлов говорит о бессмысленности даже где-то пытаться разобраться с человеком, потому что, ну, человек такой. Давайте узнаем-то, как это все обернется. Ну, продуктивное время. Причем карта, безусловно, десятка пентаклей о деньгах. Деньги вы получаете. Если вы много работаете, да, на какой-то результат. Скорее всего, результат будет, ведь десятка, опять же, да. Но здесь можно решить и вопросы по части семьи, взаимоотношений. По крайней мере, разобраться. Конечно, мы все разные. Или по части дома. Может быть, у кого-то из вас возникнет совершенно новый план по части переезда. Или, может быть, обстановка будет такова, что вы всерьез начнете об этом думать. Потому что и семья, и дом, и место нашего пребывания по десятке пентаклей проходят так же. Но и одновременно вот этот старший аркан заставляет задуматься о том, что нет, не все будет проходить ровно так, как мы себе это представляем. Перемены какие-то мы не отменим. Но это очень добрая карта радости, счастья, когда вся семья в сборе. Для тех, кто из вас один или одна, кстати, может быть, паж жезлов иногда говорит о человеке, который, ну, может быть, даже моложе вас, или пусть он не моложе, но может быть такая персона, которая вас интересует, потому что ход мыслей несколько иной. Но вообще даже карта может говорить о новых людях в вашей жизни, которые вам интересны именно потому, что у них ход мышления, рассуждения, какие-то планы, они совершенно другие, и вас это как заряжает оптимизмом. Или вас самих, мои дорогие львы, может быть, какая-то беседа невзначай, а может быть и запланированная, вам дает такую мощную перезагрузку, знаете, как пазл какой-то складывается, и мы теперь понимаем, нет, тут не все так однозначно, или мы сами себе говорим, что эх, лев, ты несколько в чем-то подзастрял. Все же перезагрузка какая-то внутренняя у вас происходит. Так как это все обернется, для чего это было нужно? Ну, посмотрите, пентаклевые карты. Ну, видимо, материальные вопросы или, как я говорила, все то, что есть, присутствует в вашей жизни реальной, и ваши ресурсы или вот механизмы, которые в ваших руках. Как мы сказку можем сделать былью? Работай, и у тебя все получится. Продолжай. Вот есть какое-то дело, есть те дела, которые продолжать не следует, да. Вот вам и нужно как будто определиться, что дело стоящее, кто человек стоящий, а кто прохожий. Не все люди приходят в нашу жизнь надолго, некоторые на определенный момент. И, может быть, наступает тот период, когда и пересмотреть, и словно отпустить кого-то нужно. Но эта карта будет говорить о том, что продолжение следует по части финансов. Это, да, карта терпения, настойчивости, детализации. Кстати, мы можем что-то изучать. И, как я уже говорила, или, как знаете, изучать инструкции. Или пытаться, допустим, прояснять интересующий вас вопрос, как это или каким образом, посредством кого это можно реализовать
уже в жизни реальной. Но у кого-то много работы, мои дорогие львы. Да. Вот смотрите, как тут очень правильно вот этот выбор нам паш мечей. Паш мечей — это, знаете, как решение какое-то однозначное и буквально первые шаги. Но тут как будто 2 шагов достаточно, чтобы оказаться на другом берегу. Девушка наша 2 шага над пропастью по тоненькой жердочке, на цыпочках. Она держит баланс. Знание — сила. Действительно, вам нужно что-то изучить. У кого-то, может быть, узнать, как законы в отношении вас работают. У кого-то просто открыть глаза и, знаете, как минимум пару дней, или пусть это будет у кого-то полчаса. Вот этот элемент осознанности, когда мы стараемся подмечать, где-то отключая наши предубеждения или наши методы, как альтернативно мыслить. Что же вокруг меня сейчас происходит? И тогда мы видим многие события вообще по-другому. Нам кажется, мы в чем-то участвуем, а на самом деле как будто нас в этом деле нет, или нас не замечают, или от наших решений, или пусть даже действий кардинально ничего не поменяется. И вот такая простая мысль для кого-то из вас может таким побудительным мотивом означать, что «а зачем я здесь нахожусь» или «зачем я в этом участвую?» И неважно, пусть это будет какое-то дело или продолжение дела, или у кого-то продолжение взаимоотношений. Но наступает, видимо, время отделить зерна от плевел. Знание — сила. Вы можете всерьез чем-то заинтересоваться, и как будто карта говорит, чем больше ты, лев, добавишь знаний, тем тебе это будет помогать. Но все же перейти как будто нужно над обрывом, мои дорогие. Сложное решение. Может быть, и решиться действительно на что-то. И карта нам дает совет: не оглядывайся назад, но и не смотри вниз. Держи баланс, и у тебя все получится. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и я оставлю ссылки в описании под видео на свой сайт, на статьи. У меня есть и статьи по психологии, есть и планетарные гороскопы на разные периоды жизни. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.